Дело было давно. Так давно, что иногда кажется, этого не было вовсе. Городок наш лежал в глухих, бесконечных степях. Москва, откуда мы найденовы были родом, давно затерялась в каких-то смутных, почти младенческих снах. Народу эвакуировалось сюда много. Из Углана от Арвановки перебрались на Курмыш. Нас с матерью приютила хозяйка Айжан. Басты соғыс қылмыстылар. Ваня. Нюрнберг. Бүгін трибуналдың таңертеңгі мәжілісінде қорғаушы Зауте айыпкер Пунктен жауап алуда болды. Бұл жолы Пункттың империялық банк президенті туралы жауап алды. Оны Гитлердің өзі тағайындаған. Пункт Гитлерге оның саясатын уәде берген. Оны саяси соғыс чего лентяйся?
Отец писал с фронта. Жили от письма до письма. Вдруг грянул тиф. Первым заболел я. Доктора сказали матери: попрощайтесь, он до утра не дотянет. Но случилось так, что я выжил, а мать умерла, от меня заразившись. Когда меня выпустили из больницы, Айжан показала мне бурый холм земли и сварной железный крест. Вернулся отец. Мы покрасили с ним крест синей краской и остались тут жить. А еще в память от тифа достался мне клок белых волос и кличка Седой. Ваня, белая? Равняйсь! Смирно! Вольно! Прошу равнять носки. И помнить, сейчас вы строй. А строй уже воинское подразделение. А гвоздь подразделения солдат. А звание солдата надо заслужить. Вопросы есть? Кто мычал? Кто говорил «и»? Вы говорили «и». Тушканов, Я. 2 шага вперед. Я хочу от тебя, Тушканов, чтобы ты стал человеком, правильным человеком. А правильный человек, Тушканов, это... Может быть, по-вашему, Тушканов опять сказал Ты должен 2 шага вперед. Надеть противогазы. Работать ружейные приемы на чучелах. Продолжаем. Тема сегодняшнего занятия – винтовка Мосина в рукопашном бою. Выбрал! Вот, Орел! орел, только ты сделай, чтобы был как голубь. Сможешь? Ладно, Что возьмешь? как договаривались. Пачку печенья. Прямо сейчас. На. А что вы все с этими голубями? Говорят, ничья белка какая-то над городом ходит. Все как с ума обсходили. Ташкарка. Откуда взялась? Бог ее знает. Степи прошла, устала. Приюта ищет. Коротким колеи. Раз, два. Длинным колеи. Раз, два. Длинным с выпадом колеи. Раз, два. Влево отбей. Вправо отбей. Пружинь, пружинь. Коротким колеи. Раз, два. Длинным колеи. Раз, два. Влево отбей. Вправо отбей. Вверх отбей. Вниз отбей. Отставить. Противогазы снять. Продолжаем занятие. Как я уже говорил, означенная винтовка превосходит все скоростные... Мы с ним и считаемся, шутя, а? Капиталистических армий. Вроде идет. Закручивай. А спички есть? Иди сюда.
Кто там? Вы что делаете? Эй! Сейчас же откройте! Седой! Седой! Слышь, Седой! Там вроде твоего отца убили. Что? Пусти. Пусти. Да пусти ты. Пусти, слышь? Пусти. Кто? Пустяки, незрелость, хулиганье. Какие-то болваны все никак не могут понять, что такое правильные люди. Горе в том, что в 45-м нам пришлось разъехаться по стране. Мы смешались с другими людьми, переоделись, многие поснимали гимнастерки. Но я узнаю их сразу. Где хочешь, у пивного киоска, на базаре, в бане. Кстати, сегодня ночью мы идем в душ. Но я договорился, нас пустят. Так вот, ты помнишь, наверное, я как-то ездил в Азербайджан. Представь себе, там мне предложили смухлевать с покупкой оборудования для нашей школы. Но они не поняли, на кого нарвались. Я пошел к прокурору. Уличающие документы спрятал под майку. Тогда мне в чемодан кто-то подложил пачку денег. Тут же пришли с обыском, составили акт о взятке. И свидетели, представь, нашлись. Указали номера найденных у меня ассигнаций. И кто меня спас? Наш фронтовик, местный азербайджанец. Правильный человек. Мухлевщик, наверное, думал, что мне конец. Каюк! Черт-то с два! Жулики всегда трутся рядом. И им, наверное, от того кажется, что их много, а не сила. Чушь! Чушь! Они вот! А мы вот! Запомни это, Ваня. Тебе тоже, наверное, иногда кажется, что твои голубятники – это целый мир. И ты лезешь в него за своим голубиным счастьем, очертя голову. А вокруг столько жизней. Ваня. Вот Ксении Николаевне очень плохо. Тебе пойти к ней надо. Ей теперь никак нельзя одной. Развлеки ее. Чем? Ну, хотя бы покажи ей свои рисунки. Зачем они ей? Поделись радостями отрочества. И еще. Попроси, пожалуйста, Мурата больше не заниматься УПП. Почему? Это непорядочно. А единственное,
чего у нас не могут отнять, так это право быть порядочными людьми. У нас не могут отнять право быть порядочными людьми! У нас не могут отнять право быть порядочными людьми! Отец, ты что? Отец, что с тобой? Остановись. Передохни. Разомни пальцы. Знаешь, как надо это играть? Чтобы музыка у тебя рождалась, а не наизусть. Будто ты умер. Сердце у тебя остановилось, а пальцы почему-то еще бегают. Потом ты почувствовал удар, будто первый. Значит, сердце заработало вновь. Ты опять родился жить. Я понятно говорю, Мурат? Не очень. Но мне кажется, я вас понимаю. Ну тогда попробуй, начни сначала. О, Господи, мокрая курица. Простудишься. Да ничего, дождик теплый. Медленно переоденься и разотрись досуха. Отказаться? Да ты с ума сошел. ПП золотой мужик, ты понял? С Рахманиновым был знаком. Сам музыку пишет. А чего же отец на него тянет, на твоего ПП? Потому что ПП бросил Ксению Николаевну. Как бросил? На ихней домработнице женился. На домработнице? Атас. Вот дает прикурить мужик. Заварит чефир. Всю ночь играет, а потом упадет на клавиши и рыдает. Бинокль нужен. Без бинокля хана. У Ксении возьми. Я у нее видел. Театральный. Я, Петр Петрович. Это же 36-й год. А нынче... Боже, Боже, я помню ваш веер.
Понимаю. Это у него остался мой недописанный портрет. Да, сеанс затянулся, вошел Таиров и погнал меня на репетицию. Он так и не закончил. А на второй сеанс я явилась в совершенно другом платье, лазуритовом. Спохватилась, собралась переодеваться, а твой отец удержал меня. Сказал, что моя гамма голубовато-жемчужная. И начал писать новый портрет. Он всегда обещал мне праздник. И сейчас он внушает желание жить. Но от чего? Отчего он так и не зашел ко мне? Ни разу. Отчего, Иван? Не знаю. Я скажу ему. Он, наверное, зайдет. Небо, небо. Небесный период. Так напишут искусствоведы в будущем. Нравится небо? Да. Я хотел попросить у вас бинокль. Мне Мурат сказал, что у вас есть. Ненадолго. Бинокль? Ах да, бинокль. Есть. Должен быть. Бинокль. Боже, сколько хлама. И все в кучу. Кораблекрушение. Бинокль. Бинокль. Вот он. Возьми. А зачем тебе? В небо глядеть. На голубей. Тут, знаете, белое ходит. Тебе на голубей глядеть. А мне вот шубу выгодно продать нужно. Видишь, какая? Одна гнусная женщина предложила порезать ее на воротники. Порезать? Я не знаю. Порезать, так больше дадут. Ну и пусть. Не бросай меня, Ваня. На, спички возьми. Там черт ногу сломит. Вы тут аккуратнее, не споткнитесь. Черт, темнотища какая. Что это? Вы где? Боже, мне же ничего больше нет. Ничего, ни молодости, ни дома. Все его. И денег тоже нет. Мне деньги нужны. Мне жить негде. Мне дом, наверное, купить нужно. Помогите мне. У меня тоже нет денег. Откуда? Зина, я пришла. Вижу, не слепая. Принесла? Да. Показывай. Сейчас. Хочешь? Нет, спасибо. Ну, как хочешь. Вот, Зина. Хорошо. Я беру. Один. Кому? Отянки. Тебе орден.
Осторожно, здесь ступеньки. Идите сюда. Вот. Все они здесь. Наши. Голубятники. Бей по куче, Пилипенко. Дурья моя голова. А вот и смена тянется. Я тоже в их годы сюда бегал. Шутя с Тушканом. С Оторвановки. Мерзавцы. Это вы чем там булькаете? Да вот, дяденька Пилипенко, пиво достали, только теплое. А ну-ка, братец, плесни мне глоток. Что-то пить хочется. Товарищ полковник, черт его знает, что за бутылка. Может, оно заблудилось? Был полковник, да сплыл. А кислым пивом меня не испугаешь. Конскую мочу, бывало, пивали, когда гонялись за басмачами. Пацаны, прикройте дверь, радикулит замучил. С радикулитом, Миша, надо дома сидеть. Слушай, Пилипенко, сунь ему в угол вон того. Ну не звезди же ты, Миша, под руку. Пойди вон лучше сыграй что-нибудь для души. Тяну шпульку. Раз, два, три, четыре. Надо, дяденька Пилипенко. В белом кителе с орденом, видите? Полковник. Полковник? Офицер особых поручений при маршале Рокоссовском. В запасе. А теперь журналист. Приехали мы с маршалом в Варшаву. Его тогда назначили командующим группой войск. Говорит, собери штаб в зале. Я исполнил. Он командует. 25 раз войди и выйди. Потом штабистом. Видели? Видели, как китель носить умеет? Мой офицер по особым поручениям. Запомнили? Ну что, малыш, нравится тебе моя музыка? Молчишь? За роялем не шинелю. Он голубятник начинающий. А по профессии-то воровед. А собачка чудик. Справа, глядите, Вениамин Жус, начальник группы захвата местного УГРО. У него лучшая птица в городе. С газетой «Мартын» из отделения дороги шпалами заведует. Темная лошадь, но птицу знает. Братья Балды с Электролампового, учитель Раков. Кто говорит тронутый, а кто наоборот. Ведет хроники нашего города. Что, Рокоссовскому не пишешь? А что писать? День добрый, товарищ Рокоссовский. Как погода в Варшаве? Меня он не отпускал. Говорил, Пилипенко, я ж тебе карьеру сделаю. А я ему, мать у меня больная. Выпиши сюда. Не могу. Астма у нее. В
Вне степной зоны задыхается. Оп. Не могу, товарищ маршал. Астма у нее. Астма. Вне степной зоны задыхается. Какие люди? Вы видели? Они могут все. Жизнь принадлежит им? Да. Вот скажи сейчас, Жус. Гумозник этот седой. Весь ссор от него. Тут же из меня сделают пшик. Кто? Шавки всякие, приблотненные, секретари. Что это, Ваня? А чего все как спятили? Взрослые, дети. В городе беспрерывный свист, торговля. Что это? Объясни. Отец говорит, что это счастье. И все они мечтают только об одном – отловить белую. Белую? К вечерне звонят. Мне страшно, Ваня. Может, в церковь пойти? Мне нельзя. Я не верующий. Пионер. А мне, может, все-таки пойти? Масика, бутылка давай, резинка получай. Хорошая резинка, китайская резинка. Нет, бутылька. Деньги давай. И денег тоже нет. Фонарик покупай. Хороший фонарик, китайский фонарик. Не нужны мне ваши фонарики. Совсем денег нет. Совсем нет. Иди сюда, рубль дам. Какой еще рубль? За что? Настоящий советский. Ты Коля цыган? Жбануху в гроб. Посмотри, у меня наружу кровянка есть. Есть. Окорябался. Колючек понавешали, сволочи. Я вчера в эту дыру лазил. Все нормально было. Ты чей секретарь? Сам держу, на огородной. На курмышах? Ну-ка, давай, земляк, выручай меня. Давай, выпиливай меня, у меня в кармане нож есть. Давай, давай. Давай, режь, режь, пацан, пошло. Пошло, пошло. Прямо куртку режу. Да не б, пацан, режь давай. Сошьем, продадим. Скажем, фашистские изверги. Давай. Давай, давай, пацан. Давай. Ты чего? Щекотну. Давай, пацан, режь. Режь, давай. Вредители! Народ-победитель бесплатно в парке отдохнуть не может. Из-за рубля живого человека. Ай! Колючками! Кровь! Ну, деятели дают. Он был силен, развращен безнаказанностью. Сразу бил в лицо. И все же радость, возникающая между нами дружбы, перевешивала в тот момент все. Я стану бывать во дворе у цыгана. Счастливо крутилось в моей голове. Однажды он подарит пару породистых ташкентских. Скажет: не показывай. Увидит: кричи, купил на базаре. Та пара даст таких выводных, что не уступят они выводным из-под жусовского дымяка, и продам я, наконец, своих безродных, голоногих куликов. Только Рябова себе оставлю. И пойдет у меня новая жизнь. Так думал я, молодой, ошалевший от радости идиот. Звонок!
Звони в звонок, Сузым! Давай, Сузым, жми! Малец, а ты откуда взялся? Ты давай вали домой! С Курмыша говоришь? На Курмыш! Ауфидерзейн, фройлен! Уроки выучил? Отличник будешь? Тогда приходи! Вставай, пацан, вставай! Земля холодная, инфлюенцию подхватит! Слышь? Ты не можешь Господи, если ты есть, Господи, помоги. Тех 9000, что даст Нединка за шубу, наверное, хватит на саманный домик. Ты спросишь, зачем мне саманка на Курмыше, Господи? Но нашу комнату получал Петр Петрович. Это бронь горкомунхоза. Там узнают про развод и попросят вон. Куда? А ведь я актриса, Господи. Вас моя жизнь, вас моя смерть. Что это? Ах да, Тристан и Изольда. Я все забыла, Господи. Ах, как жаль, как жаль. Когда-то давно до войны отец был художником. Тогда и влюбился он в Ксению, актрису камерного театра, которая по странной случайности всю эвакуацию провела рядом с нами. Когда отец впервые увидел Ксению, то с ужасом понял, что для него эта встреча означает. Но он уже был женат на моей матери. Бросить же ее, уйти за Ксенией, этого он даже и помыслить себе не мог. Это казалось ему неправильным, а значит и невозможным. Открылось все это для меня позже. Уже после его смерти в Союзе художников вдруг устроили выставку работ отца. Были два зала, как цветущий сад. Когда-то до войны писал он только Ксению и еще цветы. Вот, мальчики, тема живая, интересная. Помните о художественном приеме сравнения. В нашей жизни, как вы знаете, лишних людей нет и быть не может. Поэтому думайте и смело сравнивайте с Николаевской эпохой. Не забывайте о грамотности. Пишите, пишите, не теряйте времени. Тяжелый вес, тем не менее, обладает важным преимуществом. Он пригоден для рукопашного боя при помощи тыльной стороны или деревянного приклада. Что касается автоматического оружия, находящегося на вооружении противника, как то немецкий автомат системы Шмайсер и другие... Действительно невыносимо. Вот вам и великий, могучий русский язык. Ну-ка, жибер меня жамбыл. Найденов, ты куда? Да что с тобой, Найденов? Найденов! Найденов! Ну куда ты, погоди? Ну? Ты что, Найденов, обиделся? На что мне обижаться? На то, что отца не убила, а только оглушила? Он контуженный, ясно? Контуженный. С него взятки гладкие. У него и справка есть. Вон вы ребеночка родить хотите. Это вам зачем? Ему дурью башку забивать будете. Онегин лишний человек? Прости меня, Найденов. Я про отца не подумала. Не подумала. Бог простит. Ой, мама, белая. Хоть.
Хать, хать, хать. 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 Теперь замри и дыши тихо. Вот она. Где? Гляди. Слышь, она внутрь пошла. Понял. Уйдет. Не уйдет. Сейчас сядет. Тихонько. Не греми. Села. Устала. Отпустит. Что ж такое? Ушла. Держи, сачок. Ушла собака. Алло, Сузы, тормози, говорю, тормози! Приехали. Выскакивай. Гляди, ёккало мене, связнутся. А ты говорил, приедем, там нет никого. Эй, ребята! Вы там, кореша, в натуре поосторожнее! Слышь? Эй! Мурат, завали выход. Моя! Моя! Замри, дурак! Замри! Ваня! Держись! Еще немножко. Давай. Давай, давай. 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 Давай.
А ваша она? А чья же? Улетела, дом не признает. Даже если б ваша была, мы с вами квиты, в загоне. Поймал, так моя. Отдай птицу! И дело с концом! Ну, как добрался вчера? А? Родители-то не заругали? Поехали ко мне. Побалакаем, а? Кто поймал голубку? Седой поймал. Садись. Между прочим, Седой мой секретарь, так что, Вениамин, договариваться нужно со мной. Чего он врет? Сами держим. Пошел вон. Покойный отец Жуса когда-то купил пару яиц в Хорезме у старика-узбека, служившего голубятником у последнего хивинского хана. Одно яйцо оказалось гнилым, из второго вылупился полудохлый птенец. Жус-младший сам выкармливал заморыши изо рта. Голубок выправился и стал родоначальником жусовских ташкарей. Рад? Рад. Только не могу решить, голубь это или голубка. Клади сюда. Видишь? Ножки вместе. Голубка. Верная примета. Невероятно. Какое длинное туловище. Какая широкая грудь. Широкая грудь, легкое дыхание. Возьми за нее 50 рублей и мою дружбу. Я сам ее хочу спарить. С рябым. Гад буду. Честное слово. Ладно, держи. Заходи вечерком. Может, что и подберу для твоего рябова. Дура! Молчал бы, я б тебе с Жуса за белую сотню сорвал. Он бы сроду сотни не дал. Она не бьет, а мотает. Страшные деньги, 100 рублей. Страшные. Йо, я ж забыл ему сказать. Вениамину. Мы же получили дамские босоножки. Даю за белую 300 рублей. Деньги возьмешь сейчас, а голубку принесешь ко мне после работы. Вагончик мой знаешь? У угольного склада. Не надо. Бери, Седой. Я тебе пару бухарских продам за те деньги. Еще сотни-две добавишь, я уступлю желтого. Желтого? Желтого за 450. Раз пошла такая пьянка. Слушай, а ты спорь с Седым на желтого. Всю его птицу против твоего желтого. Разумеется, белая не в счет. На кой мне его безродные кулики? Какие же они безродные? Я рябого ставлю. Ну, рябой не безродный, рябой птица известная. Ты что, понял? Ладно, я согласен. Ставишь рябого и полмешка просянки. Рябой, ты видишь, а?
А где все? Уехали. А где Мурат? И Мурат ушел. Я Рябова принес. Рябова? А я спорить передумал. Хочешь, я тебя лучше станцую? А зачем? А просто так. Гляди. Смотри, как могу! Смотри, дурак! Что я делаю? Жуж! Ты чего, Ваня, а? Тихо, Белая? Ну что белая? Белую. Ну? Они нарочно. Поспор говорит, он и чудик. Чудик? Интересно. Нарочно. С желтого на рябого. С носка. Желтого Два на пера рябого. связать. Два пера связать. Ну, дают артисты. Тихо. Тихо, пацан, тихо. Сейчас разберемся. Белая. Он нарочно. Поспор говорит, он и чудик. Чудик, чудик. Фуфло твой чудик. Нарочно. С желтого на рябого. Желтого на рябого. С носка спусти. Ничего, ничего. Ну, дурять тебя, парень. Два пера связать. Два пера связать. Ты иди, Вань, садись. Мое Филимоново терпение кончилось. И Павлика жалко. Да-да, представьте себе! Вам его не жалко, а мне его жалко! Ну ничего, Ваня. Белую мы вернем. В 17:00 в бильярдной. В горсаду. Все образуется. Все обязательно образуется. Если вы знали, какой это человек Жус. Что это за человек Жус? Вот. Что это? Повестка. Меня вызывают. Привлекают за шубу, Ванечка. Несчастье. Несчастье. Беда никогда не приходит одна. А я ведь и в церковь пошла. Пощадить молила. Бога нет. Следователь говорит, спекуляции, Ванечка. Если бы вы знали, что это за человек. Слово-то это забудьте. Спекуляция. Мы эту Зинку сегодня сами посадим. В 17:00. Сколько? 5 ровно. Как договорились. В 17:00. Для Жуса. Пиво для него. Пас, гол. Я покупала эту шубу не с целью нажиться впоследствии. Мне тогда было очень трудно набрать необходимую сумму. Я продала 2 самые дорогие для меня вещи. Мамину брошь с венецианской эмалью и золотые часы. А между тем
жить нам было трудно. Мы приехали в ваш город. Театра здесь нет. Как актеры мы не нужны. Я продавала и свои наряды, и театральные костюмы. Спарывала с платьев украшений и тоже продавала отдельно. Кружевной воротник стоит дороже самого платья. Женщина с папиросой. А еще говорим о культуре. У мужа был халат из перьев марабу. Тоже порезали на куски. Как из перьев? Ткань ткут с перьями. Товарищи, ее Пипе бросил. Что? Иван. Правда, Вань, ты лучше помолчи. Ну да, из натуре, а? У них Пепе в халате, а ты саперной лопаткой. Простите, у вас спичек не найдется? Да-да, конечно. А вас следователь не заждался? Вам в какую сторону? Туда. Пардон, мадам, но нам с юношей в другую. Ох, интеллигенты. Режут шубу на куски, а потом продают втридорога. Она артистка. Вот именно, артистка. Нам бы Вань белую не упустить. А козочки у нас делают. Ме. Отсыпочки. Цып-цып. Дай мне Бог сойти с ума. Ты что-то сказал? Нет, нет, ничего. Ну, тогда скажу тебе я. Я тебя прошу. Ну, хотя бы по праву старой нашей дружбы. Ты должен вернуться к Ксении Николаевне. Она погибнет без тебя. Я это видел собственными глазами. Что говорить о невозможном? Ты же знаешь мои обстоятельства. У меня другая семья. Кроме тебя, ей некому больше помочь. Я, как ты сам понимаешь, не в счет. Что может сделать припадочный обрубок с вышибленными мозгами? И потом, других семей
как, впрочем, и других жизней, все-таки не бывает. Это противоестественно. Правда? А? Видишь ли, милый ты мой, бывает же, случается и так, что остаться хорошим хуже, чем стать нехорошим. Впрочем, о чем мы? О чем? Доктора называют мою контузию волнообразной. Я тихий-тихий, а могу вдруг и закричать. Или убить даже. Да. Ну ты не бойся. Ничего этого сейчас не произойдет. Мне просто тебя очень жаль, Петя. Мне очень тебя жаль. По бедному Пете не плакали дети, но бедного Петю всех жальче на свете. Мне тебя жаль даже больше, чем Ксению Николаевну! Больной человек. Просто очень больной человек. Вот и все. Она мне быть в печали. Коля, чисто майка на гвоздике. Играй, гармония, играй на все лады. Я хочу, чтобы черти заплясали. Ну, теперь гляди, малыш. Это мой звездный час. Тихо, жучка. Эй, хозяйка, чей волкодав? Наш песик. Прививки делали? Что, непонятно? Бешеное животное разгуливает по двору. А наш на цепи. Что за цепь? Где хозяин? Он в душ моется. В душе моется, а ты в дерьме копайся. Рискуя жизнью, вылавливая его бешеных псов. Эй, Гуля, кто там? Наши! Какие наши? Наши! Алло, кончай. Ты кто? А ну, Гюльсара, догоняй! Коля! Подошли! Похватали с очками! Да сколько взяли, это дура! Лови его, Коля! Ой, Коля, убежит! Стой в натуре! Фраер дохлый! Ну я тебя сейчас догоню по уродою! Ты стой, дурила, хуже будет! Не говори с ним, Коля! Догоняй, убежит! Ну ты артист, я тебя убью, песика, в натуре. Я тебя за песика. Я спасибо штанов не снял. Ну, не успел. Слышу, ё-моё, лаются. Ага, я штанов не снимаю. Коля, отдай белую, а то я тебе всю птицу разгоню. Белую? Какую белую? Гюльсара! Тут какую-то белую спрашивают. Ничего не знаю. Гляди, Коля. Не твой? Лёклый. Хорошая птица. Дорогая. Ну, молодки, а. Такая молодежь пошла, Коля. Их пальцем тронешь, они завтра тебе во двор дохлых кошек набросают. А думаешь, над тобой начальства нету? Вы сейчас грабеж сделали. Что ты, Коля? Шуток не понимаешь? Ну, зашли к другу в гости, а он в душе. Что нам с тобой делить?
А вот молодежь тебе что-то имеет. Говорят, еще одно движение, и цыган без ушей. А что им скажешь? Хулиганье. Давай Плеклову, будем не в загоне, квиты. А про белую забудь, понял? Давай белую. Нету белой, нету! Мартыну отдал, а! Вениамин! Вениамин! Жус, ну что ты? Товарищ Жусов, вы куда? Отдай ворованное, гад! Ворованное? Держитесь! Жус! Погоди! Жус, погоди, чего я тебе скажу! Жус! Жус, ты предатель, Жус! Ты дерьмо! Жус, ты дерьмо! Ты предатель, Жус! Ну ладно, малыш, разочтемся. Мы с тобой сыграем в крестики-нулики. Кидай. О, ништяк, попал. Хлоп. Раз. Два. Три. Ставь на черту. А чё, не поставлю. Бита фиговая. Фиговая, не фиговая, кидай. Оп, опять попал. Пацаны, а давайте я ему тут похезаю. Хезай, хезай. Дело хорошее. Ваня? Ваня, ты что здесь? А? Голубей украли только что. Всех. Эх, Ваня, Ваня, как же ты мог? Их было много, а я один. Как же ты мог бросить Ксению Николаевну? Жус предал ее, а потом бросил меня на сиденье цыгану. Ты сам выбрал его в союзники. Но ведь он начальник группы захвата УГРО, а с ним полковник. Все генералиссимусы мира не могли тебе запретить уйти с Ксенией Николаевной. А белая? Забыть ее. Сказать себе, нет никакого Жуса, нет Мартына. Но Жус есть, и белая есть. Нужно жить так, как будто Жуса нет, а Ксения Николаевна есть. Мы должны беречь друг друга. Неудача. Ну чё? Цвайн, драйн. Мы пришли за своей птицей. Не понял, чего вы говорите? Мы пришли за своей птицей. Ха-ха! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Тушкан, слышно? Что пацаны говорят?
Чего они говорят? Они пришли за своей птицей. За курицей или за птицей? За своей спицей. Они что, на курмышах носки, что ли, вяжут? А может быть, за птицей? Не за это ли? Не за твоей? Шутин, Ташкарь, не хухры-мухры. Птица в городе знаменитая. Эй, ты здоров? Пошли стукнемся. Семя до одного ждут. Ждут? Не ждут. Держи, Мурат! Кто шевелятся? А ну, сволочи! А ты чего расселся, гнида? Ну, где он? Вот! Давай, гад, вставай! Это твой любимый! Что, придурок ты, что ли? Это мой любимый! Не пачкай, дорогая птица, всех твоих стоит! Верни нашу птицу! Получишь своего Ташкаря назад! Да не брал твоих куликов! Ну, не брал! перестань! Не брал! Прошу! Тогда марш, на марш! Держись, Мурат. Держись. Много раз я видел, как голубятники в бешенстве отрывали головы своим птицам. Но сам никогда не смог бы. Но то было прежде. А сейчас против меня были все. Страх угнетал душу. Один я был слаб. Смирись я сейчас, отдай им белую, навек узнал бы, что я никто. Белая ужуса. Точно. Я понял. Это он со мной дурочку валяет. Цыгана подпихнул. Так он тебе ее и отдал. Заберу. Жус. Велимин Зусов. Мартынову пошел. Мартынову пошел. А я тебе пас. А я тебе раз. Ты, честное слово, совсем как дитя Пилипенко. Эх, Веня, кровь бурлит. Жить хочется. Понял? Айда Мартын. Они все у него в руках. И Жус, и полковник.
Это он. Он, понял? Велел цыгану добыть ему белую. Давай выследим Мартына. Стырим у него белую. А капканы? Откуда капканы? Бред. Не может быть. Пугают. Чего пугать, он их в охотничьем магазине купил. Руку запросто перешибет. Отдать ему белую, да? Да я бы с крыши сорвался насмерть! Ты понял? Мешок с костями! Ты понял? Не пойду. Не пойду. Мне стыдно, Вань, но я боюсь. Нам не одолеть. Они сильнее. Вот видишь, я играть хочу. Извини, Седой. Они сильнее. Нам не одолеть. Горит в сердцах у нас бутылка с керосином. Здрасте, мне товарища Мартынова. Здрасте. Товарищ Мартынов уехал к чертовой матери. Как жалко, а у меня к нему пионерское поручение. Забрать у него белую голубку. Да скребся тут голубь какой-то. Черт бы вас побрал с вашими голубями. А куда он его девал? Вам скажи, тут же обворуете. Он думает, я не знаю, куда он ездит. А десятник с разъезда проговорился. Я тут сиди всю жизнь одна. Таскаешься в ремонтных поездах. Песок, пыль, окна в вагончике не откроешь. Шуваль вокруг такая, прости господи. Белье с веревок воруют. Доедешь до 41-го разъезда, увидишь вагончик. Путейцы живут. Ты прямиком в степь. Ну, там, знаешь, брошенный завод. У ограды подвал. Ты туда. Явишься, а он тебя как нашел. А ты ему, ваша жена Зоя Петровна сказала. Так ему и вдолби. Место указала ваша жена. Старцев Петр Петрович, это вы? Я? Садитесь, пожалуйста. Вам знакомы эти вещи? Да. Это вещи моей бывшей жены. Ксении Николаевны Старцевой. Это, если я не ошибаюсь, вы? Это я. Пройдемте со мной, а вашего товарища попрошу быть понятым. Голым, открой нам. Вот. Голым. Немыслимо. Невероятно. Невозможно. Чушь. Невозможно. Это абсурд. Скажите, что это? Это сердце? У меня было больное сердце.
подпишите, пожалуйста, протокол опознания. Вот здесь. Главврачқа қанша рет айттым. Ылғи да осы ағат та жатады, ағат та жатады. Соны бір жөндейтін адам жоқ. Труба ржавый. Ылғи да осы ағат та жатады. Товарищ, пойдемте. Тут стоять нельзя. Человек. Там же, наверное, живой человек. Живой. Случайный человек в твой капкан попался. Сволочь. Сейчас. Я иду. Мартын, ты для меня яма, да? Так подыхай в ней сам. Сволочь! 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 Вот, Ваня, я тебя нашел.
Как его снять? Не знаю. Я руками не смог, заклинило. Отец! Я нашел ее, отец! Она здесь! Он ее отдельно держал! Спутанную! Отец! Гляди, отец. Умница моя, ненаглядная. Гляди, перо как снег. Отец. Помоги мне, Ваня. Оторви лоскут. Дай сюда. Давай-ка помоги. Выше, выше. Ты, мальчик, зачем птицу взял? Затем, что краденая. Как краденая? Цыган принес. Говори, деньги давай. Сказал, седой продает. Просил Жусу не проговориться. Жусу не проговорится. Врет он. Все его боятся. Я сам видел. Самые страшные люди. Я сам видел, как Жус перед ним на брюхе ползал. Как он полковника бил. Какого полковника? Пилипенко. Какой же он полковник? Брехун. Он был офицером особых поручений при маршале Рокоссовском. Был какой-то Пилипенко у Рокоссовского. Этот врет, будто он и был. Я знаю, он мне племянник. И не называет же себя учеником какого-нибудь знаменитого ботаника. Полковником. Чтобы боялись. А Жус, начальник группы захвата УГРО, тоже ваш племянник? Какая там группа захвата? Так, кладовщиков пугаю. Страху-то страху. Нас, мальчик, бояться не надо. Нам, мальчик, самим друг дружку страшно. Вы банда, я сам видел. У вас вагончики. Ну, приходили. Клянчили 40 штук шпал. Гараж кому-то мухлюет. Кш. Отец. Ты только не верь. Они точно банда. Он все врет. Его связать надо. Его пожалеть надо. Домой доставить. Он сам не доберется. А белая? С ней-то что будет? Я не знаю, Ваня. Ты думай сам. Возьми 2 дымчатых. Отдай белую. Белую? Вам отдать? Назначь любую цену. Я за хорошую птицу денег не пожалею. По службе обгоняют молодые с дипломами. А я все по линии мотаюсь. Шпалы, костыли. У меня птица первый сорт. Послушай, пожалуйста, погоди. Отдай белую.